теперь будем вязать заднюю лапу. Цвет беру суровый, крючок 2 миллиметра, кольцо амигуруми, вяжем 6 столбиков без накида. Вот в эту первую петлю во втором ряду будем вязать столбик. Считаем 1, 6. Так, стянем. Я сначала туго не стягиваю. И соединять будем вот за эту самую первую петлю. Второй ряд 6 прибавок, то есть под каждую петлю вяжем по 2 столбика без накида. Вот та петля, про которую я говорила. Так. Один. И сюда же второй. Это один раз прибавка. Далее за переднюю полупетлю один и сюда же второй. Итак, вяжем по кругу. И во втором ряду у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Так, закончила я второй ряд. И вот теперь можно затянуть. Значит, ряды у нас будут начинаться с той петли, с того столбика, где у нас маркерная нить. Вот у меня начало ряда кругового, красный маркер. Третий ряд. Столбик без накида, прибавка 6 раз. И в третьем ряду должно получиться 18 столбиков без накида. Так, маркер перебросим. И вот где маркер, заходим. Столбик без накида. Прибавка. Один раз. Столбик без накида. Прибавка. Второй раз. Итак, вяжем по кругу. Четвертый ряд. 2 столбика без накида, прибавка 6 раз. Первые 2 столбика я делю. 1 столбик без накида, прибавка 1 раз. И затем 5 раз вяжу 2 столбика без накида, прибавка. И оставшийся 1 столбик в конце ряда. Ну, сейчас смотрите. Значит, нам нужно вязать 2 столбика без накида. Ну, я вяжу сначала 1 столбик без накида. Затем прибавка. Это 1 раз. Далее 2 столбика без накида. Прибавка. Вот, 2 столбика без накида, прибавка, провязать 5 раз. Вот провязала 2 столбика.
прибавка. И в конце один столбик, который мы не довязали в начале ряда. Вот, и тогда круг будет аккуратнее. Значит, в четвертом ряду 24 столбика без накида. Пятый и шестой ряд вяжем 24 столбика без накида. 1, 2, 3. И так вяжем по кругу пятый ряд и шестой. После того, как закончили шестой ряд, нитку отрежьте, оставьте небольшой хвостик. Так, вытащим ее. Вот эту петлю, где у нас маркерная нить, пропускаем. Заходим под вторую. Я уже это много раз показывала, но лучше еще раз буду показывать. И вытянули. И заходим в эту же петлю, вот откуда у нас нитка вышла. И подтягиваем. Мы с вами выровняли ряд. То есть петлю, которую мы пропустили, вот мы ее компенсировали. Теперь надо эту нитку зафиксировать внутри обязательно. Теперь заходим вот под эту петлю, под полную, под всю петлю, чтобы она не вытянулась. Теперь беру цвет светло-серый и провязываем 2 петли. И вяжем светло-серым 5 рядов. Вяжем без изменения 24 столбика без накида в каждом ряду. То есть вяжем 7, 8, 9, 10 и 11 ряды 24 столбика без накида. 1, 2, 3. И так вяжем по кругу. Так, вот я заканчиваю 7 ряд. 23 столбик. Теперь мне нужно провязать 24. Но провязать так, чтобы не было ступеньки. Можно вот так. Двадцать 24. То есть, чтобы отверстия не было, провязать 2 столбика, но соединить. И далее опять вяжем. За переднюю полупетлю.
Это будет 8-й ряд. И так вяжем по кругу. Так, провязала я 5 рядов серым цветом. Значит, в каждом ряду 24 столбика без накида. Закончила я 11 ряд. Вяжем 12. 6 столбиков без накида, убавка 3 раза. Значит, ряд у нас начинается, где маркер выходит. 1, 6. Убавка, то есть 2 петли провязываем вместе. И так вяжем по кругу. И в 12 ряду должно получиться 21 столбик без накида. 13 ряд вяжем без изменения 21 столбик без накида. 1, 2, 3. И так вяжем по кругу. 14 ряд. 5 столбиков без накида, убавка 3 раза. 1, 5. 2 петли вместе, убавка. И так еще вяжем 2 раза, то есть вяжем до конца ряда. И в 14 ряду должно получиться 18 столбиков без накида. 15, 16, 17 ряды, то есть 3 ряда, вяжем без изменения 18 столбиков без накида в каждом ряду. 1, 2, 3. И так вяжем по кругу 3 ряда. 18 ряд. 6 столбиков без накида. 1, 6. И вот этот 6-й столбик провяжем за всю петлю. Вот, чтобы петля у нас не вытягивалась. Затем вывязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем. Вот сюда в 7-ю петлю соединяем. Сюда.
И провязываем. Вот, смотрите, чтобы у вас вот эта часть не перекрутилась. Вот, чтобы косичка была сверху. 1. Далее за полупетлю вяжем. 2. 6. Так, в 18 ряду у нас также осталось 18 столбиков без накида. 19 ряд. Вяжем 18 столбиков без накида. Шесть. И вот здесь по косичке мы должны провязать тоже 6 столбиков. Значит, вы посмотрите, куда вкалывать. Чтобы не провязать лишнее или меньше. Вот самую первую петлю не пропустите. 1. 6. Так, и здесь смотрим, куда вкалывать. 1, 2, 3, 4, 5. И вот шестая петля. Как проверить? Посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот она. Шестая. 1. 6. 20 ряд. Столбик без накида, убавка 6 раз. 2 петли вместе, убавка 1 раз. И опять столбик без накида. Убавка 2 раза. И так вяжем по кругу. И в 20 ряду должно получиться 12 столбиков без накида. 21 ряд. 6 убавок. То есть 2 петли провязываем вместе. Это 1 раз. Опять 2 петли вместе. 2 раза. Шесть. То есть у вас осталось 6 петель. Теперь нитку отрезаем. И петли стягиваем. И эту нитку убираем внутрь.
Значит, стягивайте отверстие, кто как привык. Теперь мы будем вот из этого отверстия вязать вверх лапу. Это ступня. Вот она у нас. Подошва. Это пятка. И вверх будем вязать. Беру маркерную нить и считаем. 1, 2, 3. В четвертую петлю, вот под петлю, ставлю маркер. Это будет начало кругового ряда. Как я говорила, я начало ряда отмечаю красным маркером. Значит, мы здесь будем вязать. У нас должно получиться, смотрите, 6 петель здесь. По одной добавляем с углов. И 6 петель набираем здесь. Итого 14 петель будет. Так, 1. И еще 1. Два. Три. Так, вот здесь в углу надо взять так, чтобы и петля не вытянулась, и отверстия не было. Вот, наверное, вот за эту петлю. Вот так. 1. Так, далее мы должны провязать 6 столбиков. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Один нужно тоже вот отсюда из угла. Вот, наверное, вот этот.
Так, 1. И здесь у нас остается 3 петли. Заканчиваю первый ряд, 13 столбик. 14 я вяжу как? Вот сюда. И вот сюда, где маркер у меня. Четырнадцать. Второй ряд. Вяжем 14 столбиков без накида. Вот за эту петлю берем. Проверяем себя. Значит, второй ряд. 1. Вот здесь оставлю дополнительный маркер. Провязала 7. Тринадцать. 14. Так, провязали мы с вами второй ряд. Теперь что делаем? Вот, из проволоки я сделала вот такую ступню для устойчивости. Значит, вот это расстояние, оно практически по ступне. Вот. И дальше вверх идет. Значит, у меня вот эта часть 5,5 сантиметров. А вверх 12 сантиметров. Здесь я закрутила. И вот такая ступня будет. Значит, после того, как провязали второй ряд, ступню поставьте. Вот эту металлическую опору. Вот сюда. Вот. И у вас будет лапа устойчивая. Теперь не очень туго наполняем наполнителем. Берем наполнитель. И наполняем. Так, вот наполнила я наполнителем. Не забывайте в пятку добавлять. Расправьте. Видите, у нас шов посередине. Ну, я много не стала наполнять. А там уже дело ваше. Третий и четвертый ряд вяжем без изменения
14 столбиков без накида. Третий ряд. 1, 2, 3. Значит, третий ряд и четвертый ряд. По 14 столбиков без накида. Пятый ряд. Сначала вяжем убавлением. То есть 2 петли провязываем вместе. Так, убавили. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 5. Так, в следующую петлю вяжем прибавку. Так, 1. И сюда второй. И далее 6 столбиков без накида. В пятом ряду 14 столбиков без накида. Шестой ряд вяжем без изменения. 14 столбиков без накида. 1, 2, 3. И так вяжем по кругу. Седьмой ряд. Так, опять убавка. То есть 2 петли провязываем вместе. Далее 5 столбиков. 1, 5. Прибавка. Вот эта маркерная нить, вот посчитайте, значит, у нас убавка была и 5 столбиков, это 6, и вот один отсюда, это 7. Значит,
вот эту маркерную нить мы должны вот сюда протянуть. Между этими столбиками. Вот так должна проходить. И далее 6 столбиков без накида. Вот один есть. И еще 6. Получается 7. 1. Шесть. В седьмом ряду тоже 14 столбиков без накида. Восьмой ряд. 7 столбиков без накида. Семь. Далее вяжем прибавку. 1. И сюда же второй. И 6 столбиков без накида. 1. 6. В восьмом ряду 15 столбиков без накида. Девятый ряд. 7 столбиков без накида. 7. Прибавка. Провязываем один столбик. Закладываем маркерную нить. И сюда же второй столбик. Вот. Связали прибавку. Далее 7 столбиков без накида. 1. 7. В девятом ряду 16 столбиков без накида. Десятый ряд. 8 столбиков без накида. 1.
8. Далее вяжем прибавку. 1. И сюда же второй. И далее 7 столбиков без накида. В 10 ряду 17 столбиков без накида. 11 ряд. 8 столбиков без накида. Так, смотрим, в ту петлю попали или нет. Да. 1. Далее вяжем прибавку. 1. И сюда же второй. И далее 8 столбиков без накида. В 11 ряду 18 столбиков без накида. 12 ряд вяжем без изменений. 18 столбиков без накида. Один, 2, 3. И так вяжем по кругу. 12 ряд, в котором 18 столбиков без накида. 13 ряд. 9 столбиков без накида. 1. 9. Прибавка. 1. И сюда же второй. И 8 столбиков без накида. 1. 8. В 13 ряду 19 столбиков без накида. 14 ряд.
9 столбиков без накида, прибавка. 1. 9. Прибавка. 1. И сюда же второй. И далее опять 9 столбиков. 1. 9. В 14 ряду 20 столбиков без накида. 15 ряд. Вяжем без изменения 20 столбиков без накида. 1. 2. 3. Итак, вяжем по кругу 15 ряд, в котором 20 столбиков без накида. 16 ряд. 10 столбиков без накида. 1. 10. Прибавка. 1. И сюда же второй. И 9 столбиков без накида. 1. 9. В 16 ряду 21 столбик без накида. Все. Заднюю лапу мы закончили. Так, в одной лапе, которую мы связали первой, нитку отрезаем. Вытягиваем. Закрываем ряд. Где маркер? Петлю пропускаем, заходим под следующую. И протягиваем нитку. Теперь заходим в петлю, откуда нитка вышла. И ее протягиваем. И затягиваем. Так, ряд мы с вами выровняли. То есть мы петлю, которую пропустили, компенсировали. Теперь внутри закрепить ее надо.
Вот эти маркерные нитки не вытаскивайте. Пусть они у вас здесь находятся. Они нам пригодятся. Значит, эту нитку прячем. Берем синтепух и наполняем ногу. Причем наполняйте так, чтобы проволока была вот здесь посередине. Вот таким образом. После того, как вы наполните наполнителем, наполняйте аккуратно, вяжем вторую заднюю лапу, но рабочую нитку вот эту нитку не отрезайте. Мы будем соединять обе лапы.